Всем привет! Сегодня я расскажу вам про кислородный концентратор модели XY6S10, какие у него характеристики и как правильно им пользоваться. Поехали! Что такое кислородный концентратор и как он работает, я уже рассказывал в своем предыдущем видео. Для удобства я оставлю вам справа сверху ссылочку, если вам интересно, ознакомливайтесь. Но все-таки давайте перейдем к герою нашего обзора и начнем мы с главных особенностей. Кислородный концентратор данной модели производит от 1 до 10 литров чистого кислорода в минуту, что является очень хорошим показателем, и его будет достаточно даже при тяжелом состоянии пациента. Имеет удобную ручку и колеса для транспортировки, а так как он весит 23 килограмма, то это точно можно считать несомненным преимуществом, так как когда я снимал этот обзор и снимал крупные планы данного концентратора, то было бы достаточно тяжело его перемещать без колес, а с колесами прям шикарно, веса практически не ощущаешь. Встроенный в данный концентратор небулайзер позволяет проводить ингаляции, что удобно, так как не надо будет докупать отдельный прибор для ингаляций, если понадобится. Цифровой дисплей на верхней панели концентратора отображает текущую концентрацию кислорода и статус работы прибора, а также можно задать таймер проведения процедуры. Стоит отметить достаточно низкий, конечно же, для такого вида устройств уровень шума во время работы. 48 дБ. А также есть встроенная защита от перегрева и звуковой сигнал при высоком или низком давлении кислорода. Теперь давайте лаконично рассмотрим первоначальную настройку и правильный алгоритм включения кислородного концентратора данной модели. Но я все равно настоятельно рекомендую всем ознакомиться с инструкцией, так как все, что в ней описано, в одно видео не уместишь. После распаковки первое, что нужно сделать, это убрать стяжки фиксации на дне прибора. Далее возьмите контейнер увлажнителя, открутите крышку и налейте холодной кипяченой или дистиллированной воды. На самом контейнере есть две метки минимального максимального уровня, так что вы точно не ошибетесь, сколько нужно налить жидкости. Вставляете этот контейнер в специальное место сзади прибора и подключаете его к концентратору с помощью одинарной трубки. Одним концом к выводу кислорода из концентратора, а вторым концом к входному верхнему отверстию на контейнере для жидкости. Вставляете вилку в розетку, переключаете тумблер включения и нажимаете на кнопку O2 для запуска процесса. При запуске прибор испустит излишек азота из системы и завибрирует, так что не бойтесь, это нормально. Теперь можно подстроить расходомер выдаваемого кислорода нужным вам образом, крутя регулятор вправо-влево для уменьшения-увеличения вывода кислорода соответственно. Остается только подключить входной конец канюли к увлажнительному контейнеру и, так сказать, подключить канюлю к пользователю. Кислородные концентраторы торговой марки Eximlab отличаются высокой производительностью, удобной эргономикой и качественной сборкой. И, конечно же, при должном уходе сослужат вам долгую и верную службу.